Мы идем на самую злачную улицу Паттайи. Hey, how you doing? Высота птичьего полета. Сколько час? Представляете, кто здесь в пачном шлеме? Это жесть. Надеюсь, в шлеме был всего один таракан, а второй не залез мне в ухо. И он еще, главное, все скинул. Мы приехали в самую ближайшую достопримечательность от нас. Это называется смотровая площадка, с которой видно абсолютно весь такой, можно сказать, центр Паттайи. Это вот пляж Паттайя. Меня всегда поражало вот это вот нереальное количество всяких корабликов. Просто вот на квадратные 20 метров, там по 3-4 яхты, катамарана. И, как всегда, тут куча всяких разных петухов, которые просто орут, не замолкая. Причем обратите внимание, что все идут на обзорную площадку, вот где много людей, вот, а если пройти чуть подальше к храму, то здесь абсолютно пустая площадка, ты никому не мешаешь, тебе никто не мешает, и любуешься один в гордом одиночестве на такую красоту. Смотрите, вон там вот еще, на самом деле, все самые интересные отели, такие как Hilton, Централ Фестиваль, главный торговый комплекс Паттайи. И там тоже находится Волкен-стрит. То есть все самые основные достопримечательности в плане таких тусовок, отелей и так далее находятся именно вот здесь. Ну и можно видеть, тут такая вот есть скамеечка, можно вообще в полном уединении тут сидеть и наслаждаться красотой. На территории этого храмового комплекса, как всегда, есть вот такие вот ступы, одна, вторая. Ну, тут чисто, скорее всего, для местных, потому что туристы сюда абсолютно никогда не заходят. А самое основное, что мы хотели показать, основная крутая площадка, это все-таки там, подальше. Но мы сюда буквально на 2 минутки зайдем, покажем, что тут есть. Вот можно купить фигурки петухов, которые тут кукарекают. И тут, как практически в любом буддийском храме, можно увидеть вот эти вот 7 Будд, которые, видите, отвечают за каждый день недели. Такой вот храм, откуда пахнет благовониями. Тут, конечно же, спит местная кошка. И отсюда можно еще посмотреть на такой красивейший вид. И смотрите, какая красота еще у нас тут. Ну и вот можно за 100 бат что-нибудь купить, и это будет подношением для вашего Будды или для вашего ламы. Также тут можно пообщаться уже непосредственно к ламе, и он вас благословит. Но мы уже не будем подходить, потому что там очередь из тайцев, и у меня уже некуда девать этих веревочек на руке. Сейчас мы вот подходим к еще одной смотровой площадке. Тут уже людей стало меньше. Делегация индусов уехала, поэтому можем тут насладиться. Смотрите, какая красота. Высота птичьего полета. Идеальное место для фотографий. Ну и вот тот самый порт, откуда отправляются кораблики на Колан. Там сегодня повезло с погодой, поэтому можно прям пронаблюдать. Мы уехали с Бангкока, но видите, Паттайя это тоже именно про высотные здания. Тут можно посидеть в такой кафешечке. Тут вот для детей что-то сделано. А купить еду можно вот в этих местах. Мы уже добрались до основной смотровой площадки. И вот это здание, которое мы видели и ранее, вообще ничего не изменилось, ни один кирпичик не изменился, вот все как было и осталось. Видимо, есть причина, по которой его не убирают. Тут можно увидеть такой вот монумент. Судя по описанию, можно сделать вывод, что это адмирал.
можно заметить, что это место выполнено, видите, в виде такого корабля. И тут стоит капитан. Честно говоря, очень сильно перепугались, когда вдруг стали петарды со всех сторон греметь. В различных крупных храмах можно увидеть такие вот глиняные конструкции. Они сделаны для того, чтобы усилить эффект взрывов. Петарды можно, конечно же, купить прямо тут, на входе в храм. Практически, не знаю, каждые 5 минут люди взрывают эти петарды. По одной версии петарды взрывают для того, чтобы отпугнуть злых духов, по другой версии для того, чтобы привлечь богатство. И третий вариант — это когда молитвы тайцев были услышаны, они взрывают петарды в знак благодарности. Смотрите, сзади меня стоит недостроенное здание, причем уже огромное количество лет, и его никто не сносит. Всегда была загадкой, почему так. Все дело в том, что именно в этом месте нельзя строить такие высокие здания. Стройку пришлось приостановить. Началась проверка, в ходе которой нашли еще нарушения. Разбирательства идут до сих пор, поэтому здания не могут ни снести, ни достроить. Ну и по традиции мы здесь делаем заказ, нам дают вот такой вот номерочек, и мы идем занимать места, чтобы насладиться этим невероятным видом. В предыдущий раз мы тоже тут садились и пили манго-шейк. В этот раз мы взяли немного другое, чтобы закрепить это посещение. Ну что, я уже потихоньку становлюсь тайцем, я уже пью теперь только холодный капучино, если где-то, потому что горячий уже просто невозможно пить, начинаю потеть, и это не то. И я вот прям реально полюбил именно холодный капучино с сахаром, это вообще. И когда сидишь, смотришь вот на вот это вот все, конечно, получаешь просто нереальный кайф. А Маше мы взяли коконат шейк, хотя мы показали коконат, сказали мы хотим кокос, но нам принесли вот такой вот коконат шейк, сказали кокоса нет, есть только вот это, берите что есть. Благодаря этому виду нам не могут испортить никак настроение, и это отлично. А я тайцем не становлюсь в плане их любви к сладкому, потому что они сделали мне шейк прям супер сладкий. Я все никак к этому не могу привыкнуть. И, в принципе, я думаю, что не привыкну, потому что столько сладкого есть, сколько они, это просто невозможно. Смотрите, чтобы руки не обгорели, а также ночью не замерзли, у тайцев есть вот такой вот лайфхак. Интересное решение, видите, насадка на руль. Мы, конечно же, не могли пройти мимо Walking-Street в Паттайе. Нам уже предлагают, еще даже не успели прийти. Ровно год назад мы были именно на Хэллоуин на Бангла-Роуд, а в этот раз Walking-Street. Мы не изменяем своим традициям, поэтому сейчас обязательно покажем, что тут будет твориться. Людей прям уйма. Мы идем на самую злачную улицу Паттайи. Видите, все перекрыто, стоят полицейские, все очень серьезно. Большое количество туристов, как видно, и заведения, конечно, оформлены именно по тематике. Как снаружи, так и внутри, можно заметить. Ну вот мы наконец подходим к шумной части, и видно уже людей, которые подготовились к этому празднику. Ну вот уже видно заведение, где куча людей, такие различные.
Можно увидеть девушек, которые ждут своих клиентов. Ну а мы идем дальше. Идет покраска улицы. Можно обратить внимание, как уже разукрасили улицу. Она вот прям вся разукрашена. Вот можно заметить такой вот бар, где очень хорошо так подготовились. Для любителей вот этих дел, как и на Бангла-Роуд, тут открыто вот такие заведения. Это уже все официально, поэтому можете зайти и приобрести то, что вы хотите. Мы не по этой части, поэтому мы туда заходить не будем. Можно вот прямо на улице сделать грим, 200 бат, и у вас будет хэллоуинский грим. Конечно же, есть магазин, чтобы подобрать костюм. Без него не обходится, наверное, ни одна улица Таиланда, я уже понял. Еще один клуб. Я так понимаю, это был какой-то супер крутой клуб Паттайя Болливуд. Он закрыт. Самое интересное, что все-таки есть еще места, которые до сих пор закрыты, хотя уже полным ходом практически все отменено, но какие-то заведения все же еще закрыты. Есть Макдональдс и точка. О, даже на русском языке, смотрите, бесплатный коктейль девушкам в костюмах. Russian Tourista Bar. Смотрим сюда. Очень много девушек в костюме. Хотя, возможно, они подойдут позже. Мы зашли внутрь какого-то заведения, видите, тут прям шоу. Но мы идем дальше. Смотрите, можно прям с главной улицы Уолкин-стрит свернуть, пройти буквально тут 30 метров. И получается, тут рядом находится у нас сразу же море. Видно такие кораблики, светящиеся, скорее всего, там разные заведения. Вот отсюда видно эту гору, Паттайя-Сити, холм. Тут у нас такой алтарь. Идем дальше. Ну и вот различные вот эти заведения, пинап. Вот девушки подготовились к Хэллоуину. Ну и как на улице типа Бангла-Роуд и Уолкин-стрит, женщины с цветами, мужчины, подбегающие с картинками не очень приличными. Видно вот девушки, которые очень подготовились в плане грима. Ну и различные другие персонажи, которые, конечно же, всегда имеют место быть на Уолкин-стрит, на Бангла-Роуд. Фокусник, картежник. Люди приходят с детьми. Ну вот, видите, мужчина пришел с ребенком, которому, наверное, еще 5 лет нету.
Сюда, конечно, лучше приходить мужчине одному, и тогда тут будет много всяких у него увеселительных занятий. Но самое интересное, что тут очень много людей, кто приходит там с женой, с детьми, да. Кто-то приходит там с тещей, с мамой, то есть идут целыми семьями. То есть все ведут сюда свою семью, кого-то еще. Самовар. Да, кажется, кто с самоваром, тот тоже гуляет, вот как мы с Машей. Поэтому такая улица, знаете, то есть люди сюда приходят, чтобы посмотреть шоу. Напишите в комментариях, с кем нужно приходить на такое мероприятие. Одному или все-таки с семьей? Как вы считаете? К сожалению, тут нету так называемых баров, где танцует гоу-гоу. Прям никто не хватает, как на Бангла-Роуд. Вот я ровно год назад снимал, когда прям людей хватали и пытались там затащить в клуб. Ну, конечно же, мужчин. Сейчас этого нет. Такое ощущение, мы идем с охраной. Как на Пакистане. Девушки с рожками. Тут их человек 50, наверное, смотрите. Но почему-то никто не подходит. Людей становится чуть побольше. Уже 8 часов, почти 8:30. Людей уже побольше. Вот, видите, практически все с детьми приходят. Это как, не знаю, детский утренник какой-то. Видите, такие улочки, которые идут от Уолкинг-стрит, там тоже есть заведение, и тоже довольно-таки так красиво. Ну вот, смотрите, еще одна улочка, можно вот повернуть и увидеть, что тут тоже есть такие заведения. И людей, правда, уже не так много, но уже такие барчики, которые можно посидеть, девушки, которые ждут своих героев. Тут можно поиграть в бильярд, я так понимаю, ну там парковка уже и выход на другую улицу получается. Hello. Тут даже какой-то храм есть, самое место ему тут. Но если чуть дальше пройти, можно видеть, тут так улица, получается, сужается. Тут уже можно увидеть женщин в таких нарядах. Ну да, и идем обратно. Тут уже дальше ничего нету практически. Обратите внимание, стойка крутится по кругу, то есть ты сидишь и крутишься. Если еще пить параллельно алкоголь какой-то, то может очень хорошо так закружиться голова. Девушки, которые зазывают в клуб. Со мной идет Маша, поэтому ко мне сильно не подбегают и меня не трогают. На самом деле они не подходят, потому что они очень сильно боятся камеры. Как только видят камеру в руках, сразу стараются лицо прикрыть. Ну да, и очень хорошо работает, когда вот я шел без камеры, ко мне все подбегали, прям настойчиво говорили: посмотри, посмотри картинки, давай пойдем. Как только я включаю камеру, это как лучшее средство от этих людей, они сразу куда-то исчезают, пропадают. Тут вдруг очень много набежала полиции, что-то, наверное, случилось непонятно, или патруль какой-то. Можно обратить внимание, тут тоже большое количество полицейских, то есть тут какая-то разнарядка или все-таки что-то случилось, не совсем понятно.
можно прикупить себе вещи, если нету какого-то такого праздничного наряда. Живая музыка. Вот еще блогеры. Можно зайти в барчик. Ну и вот, как я говорил, какие-то заведения все-таки еще закрыты. Клуб Бакара, клуб Пинап. Девушки сразу закрывают лица плакатами. А тут что-то все перекрыли. Тут куча security. Наверное, какая-то проверка налоговая. Кто-то 3 НДФЛ не сдал налоговую. Тут можно купить алкоголь на любой вкус и цвет. Вот, смотрите, как разукрасили мужчину. Ну а тут уже можно купить любой коктейль. Тут можно попробовать морепродукты. Ну а там можно посмотреть шоу на любой вкус и цвет. А вот можно видеть такие футболки, которые с такими экранчиками. Я еще в 2019 году такое видел. Очень интересно. Это вот, если хочешь выделиться в клубе, то приходи в таких футболках. Ну, цены тут, конечно, чуть-чуть повыше, чем обычно. Но и людей там немного. Мы уже идем на выход. Тут музыка уже долбит так хорошо очень. Кто-то пришел с медведем. Hey, how you doing? Fine. Фух, ну все, мы наснимали, устали, конечно, немного, поэтому надеюсь, вам было интересно и полезно увиденное. Мы уже ушли именно с Уолкинг-стрит, но можно заметить, что люди тут стягиваются. Кто-то уже уходит, кто-то приходит. Большое количество людей. Ну, как обычно и принято на таких улицах. Поэтому ничего удивительного. Вот нам придется по такой пробке сейчас добираться до дома. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно, полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!